Привет! Меня зовут Алексей, и ты на канале Polish Way. Здесь ты найдешь все, чтобы учить польский язык просто и эффективно. Как известно, польский язык славянский, соответственно, он близок к русскому, украинскому, белорусскому, то есть ко всем славянским языкам. Также эти языки жили как бы друг с другом рядом и, соответственно, много заимствований, то есть много вы будете понимать. Сегодня мы начнем с алфавита, ну и давайте приступим. Прежде чем начать, я бы хотел, чтобы вы посмотрели на этот мем. Собственно, у нас вот польский язык. Да, он мог бы себе спокойно идти с кириллицей, которая была специально создана для славянских языков. Но он выбирает вот, да, алфавит латинский с миллиардом двузнаков и знаков диакритичных. То есть, соответственно, латинский алфавит с миллиардом э, диграфов, да, и диакритических знаков. Да, то есть это разные у нас А с хвостиками, С, Эон и так дальше. Ну, ничего, мы понемногу сейчас все с вами разберем. Итак, первое, что мы разберем, это у нас, собственно, обычные буквы, да, то есть, которые не представляют сложности для тех, кто изучал когда-либо английский, немецкий или какой-либо другой язык, на основе которого лежит латиница. Ну и, собственно, вот. А, как в слове Анна, Б, как в слове богатство, да, богатство, Ц, как в слове цель, собственно, цель, Д, как в слове дом, собственно, дом, как в слове экран. И вот что характерно, да, что это вот это у нас не Е, это именно да, то есть не екран, да, а именно экран. Ну, это может, да, потому что в русском это как Е, ну, понятно. F, как в слове фото, Г, как в слове гнездно. И вот что характерно, да, то есть кто вот, допустим, из Украины, да, говорит на русском или там на юге России живет, то очень часто вот это вот Г, да, она у нас становится как такая, такая не Г, а Г, да, то есть как в слове гнездно. Но это неправильно, потому что это должна быть именно вот такая вот Г, к слову, да, там галка в украинском, гудзик, да, то есть не Г, а именно Г. Ну, это, собственно, характерно для, ну, для украинского языка. А вот в польском и в русском у нас, собственно, только такая Г. Гнезно – это город, первая столица Польши. Дальше у нас Х, да, в слове хэтман. Это, кстати, слово пришло из украинского. И вот, вот у полякам, им вот, когда вы говорите Г, будет больше казаться, что это именно Х. Да, потому что у них слово, буква Г нету звука, и не поэтому не понимаю. Хорошо, идем дальше. И у нас в слове ига, это имя. Кроме этого, в польском языке нету мягкого знака, но есть мягкие согласные. Что это значит? То есть у нас все согласные смягчаются. Например, в слове бедронка, да, всем известная бедронка, не бедренька ни в коем случае, а именно бедронка. Да, то есть в данном случае у нас это и выполняет функцию мягкого знака. То есть мы говорим не биэдронка, а именно бедронка, да, то есть у нас получается вот они вместе и получается как е. Ну, то есть b смягчается, в общем, в итоге получается е. Вот тут обозначено мягким знаком. Есть исключения, то есть не всегда, когда у нас и рядом с согласным, он будет обозначать его смягчение, иногда он будет означать именно и, но об этом чуть позже. Бедронка это, кстати, божья коровка, да, ну, кроме того, что это магазин, да, ну, то есть магазин это склеп, а просто как бы фирма магазинов, да, это бедронка, но вообще это божья коровка, которая на них нарисована. Едем дальше. Яхт, да, ну вот, как вот в немецком, в польском так же самое, это вот СХ, это будет как Х. Ну, мы еще об этом позже поговорим. То есть это яхт, да, то есть яхта. Это у нас йод, да, то есть как вот в украинском языке, да, у нас можем мы обозначить звук ё, да, смягчением или йод о. Так же самое и в польском. То есть в польском этерных нет вообще звуков, и поэтому все этерные звуки у нас обозначаются йод плюс гласное, либо и, то есть смягчение плюс гласное. На это у нас я. К, как в слове кот, да, кот, все понятно. Мы, как в слове мама. Н, как в слове Норвегия. И тут уж что характерно, что в слове Норвегия, вот это вот и, оно будет уже обозначать звук и.
несмотря на то, что он стоит возле согласного. Да, то есть это некоторые исключения. Также есть вот биология, химия, что там еще может быть? История тоже, да, то есть не история, не химия, а именно химия. Ну, это слова в основном иностранного происхождения, и вот у них так вот сохранилось. Хорошо, О как в слове окно, П как в слове Петр, да, это имя, окно, окно, да, Норвегия страна, все понятно. Петр, то есть, ну, Петр, да, э, Рум, это ром, стация, это станция, Т как в слове танго, не танго, да, а именно танго, У как в слове Украина, И, да, это у нас Y, это у нас всегда будет И, это как в слове рыба, и В как в слове вода. И последнее З как в слове здание. Здание это у нас может быть или мнение, да, мое здание, мое мнение, либо предложение, да, то есть остатнее здание. Або прочитай это здание, да, прочитай это предложение, или это последнее предложение. Ну, предложение именно имеется в виду в тексте, да, то есть предложение, которое вот мы предлагаем, то это будет оферта. Но об этом чуть позже. Хорошо, идем дальше. Дальше у нас появляются уже вот эти вот буквы все с хвостиком. И тут вот что характерно, что вот это вот own, да, можно прочитать, кроме, в первую очередь, большой не бывает, да. Просто я так сделал, чтобы было красиво, но она всегда маленькая, то есть нет слов, которые бы начинались с этой буквы. И, как я сказал, двумя способами можно прочитать, да, то есть это будет у нас oum или own. Когда что? Oum, когда у нас вот эта вот буква, own идет перед б или п. То есть это будет у нас домб или компелиско. Вот. А в остальных случаях будет моунка, да, то есть own. Домб, туп, компелиско это водоем, и моунка это мука. Что касается эун, тут все очень похоже, но тут у нас три способа ее прочитать. Значит, первый это эум, да, то есть будет деумбы, быстемп, да, дубы, выступ, ну, может быть, выступление какое-то, реунка, да, опять у нас эун, то есть у нас не бп, то есть другой случай, реунка, и робе, это у нас будет просто То есть в конце слова оно у нас произносится просто как да, то есть поскольку у нас тут рядом и, то оно смягчается и получается робе, это делаю. Ренка это рука. Идем дальше. Вот с этими двумя буквами у многих иностранцев, в частности, вот там с Украины или с Беларуси, возникают проблемы. Но в Беларуси меньше, в основном, украинцев. Почему? Потому что этих звуков у нас нету в наших языках. Ну, в белорусском есть, но в украинском нет. Это у нас в, как в слове wonderful, например, да, английском, это W английское. И это будет у нас ватво. То есть ни в коем случае не л, это именно этот в. И вот в белорусском, я думаю, белорусы смотрят, есть такой вот знак, это у, да, то есть это ровно его, как бы, как это сказать, соответствие. Вот. Следующий это у нас л. Этот вот л, он у нас идет между л твердо и л мягко. То есть это не прям л и не прям л. Это что такое вот между, да? То есть получается это лампа. Не лампа, не лямпа, именно лампа. Ну, я думаю, с практикой у вас все получится. Дальше хлеб. Ну вот, как я говорил, да, что цх, как в немецком, обозначает у нас х. Да, вот счет хлеба у меня была такая интересная ситуация, когда первый раз приехал в Польшу, мне надо было заказать хлеб, и я говорю там, проще хлеб. Они мне, ну, не понимают. Я там, хлеб, они не понимают. Я потом показываю пальцем, говорят, хлеб. Да, то есть это я к чему, что такая вот, казалось бы, небольшая разница, там, л, но действительно может повлиять на коммуникацию, на понимание. Хорошо, ну, собственно, хлеб это хлеб, да. Дальше. Не, это у нас, да, есть вот одна буква, которая смягчается
вот, собственно, вот эти вот не, то есть не надо писать и. Нет, иногда вот, например, не, то там будет и. Но там надо просто с практикой понять, когда букву писать. Когда писать не, когда писать ни. Да? И это у нас Гданьск. Не Гданьск, опять же, да, именно Гданьск. Портовый город, крупный в Польше. Вот. Едем дальше. Это у нас, как ни странно, У. Да, у нас уже было У как в слове Украина, но еще одна У. И вот тут что интересно, что это будет как в слове, например, лут. Да, то есть получается Л ее чуть-чуть смягчает, и это уже будет не лут, да, а именно лут. И вот что характерно, что есть два слова, которые пишутся, ну, слышатся одинаково, да, пишутся по-разному и имеют абсолютно разное значение. То есть лут это лед, и лут это народ, да, то есть как люди, да, в украинском есть. Вот, соответственно, люд это народ. Вот что интересно, что можно пойти такую аналогию, что если в украинском будет и, в русском будет о, то в польском будет у с такой вот черточкой. Да, то есть по-украински у нас лид, лед, да, можем разбить его на и о, и, ну, собственно, йод о, и йод и о, да. И в польском также самое у нас идет смягчение и о. Ну, в данном случае у, да, то есть лид, лед, лут, да, то же самое. И вот еще такой пример слова бурник, да, то же самое. Гірник по-украински, да, шахтер, и гурник, извините, гурник по-польски. Дальше у нас идут, значит, слова, етированные буквы. Ну, то есть те, что у нас имеют я, ю, е, ё, да. И кроме этого в польском есть еун и йоун. Да, то есть это ябко, юла, яблоко, да, юля, елень, олень, енчач, это ныть, йога и йонкач и кать. Ну, сейчас мы все более подробно разберем, вот это, что касается этих шипящих, но я думаю, суть вам ясна. То есть, что когда у нас рядом йод и а, вот тут уже такого нету. Как вот было с и, если у нас рядом йод и гласная, то тогда это будет всегда у нас литировано. Едем дальше. Это у нас, собственно, шипящие, да, как говорят там поляки. Пшеки, это все на пш -пш 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 -пш. Вот. То неспроста, скажем так. Почему? Потому что это слово час. И тут вот, опять же, белорусы, они с этим хорошо знакомы, с твердой ш. В русском языке или в, скажем так, общем украинском, да, то есть в Западной Украине там говорят все-таки ч, так вот твердо, как в польском, но вот в основном везде говорят ч мягко. Я сейчас вам очень легко докажу, почему мы всегда говорим ч мягко. Вот видите, у нас два слова. Час и час, да. То есть, ну, мы все почитаем эти слова одинаково, несмотря на то, что здесь а здесь я, потому что у нас ч всегда мягкий в русском. Если же мы запишем вот так, час, то вот тут уже появится тот звук, который нам нужен, да, который белорусы хорошо знают. Вот, твердый ч, ну или кто там с Западной Украины, да, там со Львова. Вот. Единственное слово в русском языке, где этот звук сохраняется, это лучше, да, то есть ш, лучше. Дальше. Ну, час это время, да, я думаю, все знают, как вот в украинском, там, в белорусском. Вот. Значит, дальше идет чвичение. И что характерно? У нас вот это вот с черточкой, это будет всегда ч. Когда это не будет чи. Ци, вернее, да. То есть всегда это будет ч. Кш, да, ч, ч, чи. У меня еще есть таблица, ее в конце вам покажу. Вот что касается, собственно, вот этих вот ч, ч, ч. Да, то есть здесь у нас ц смягчается, это и, но это будет, как ни странно, не ц,
а ч. Почему? Потому что звука ц в польском языке нет. Так и здесь. Ч, ви-чение, да, то есть в первом случае у нас будет мягко, в втором случае будет твердо. Это у нас упражнение. Дальше. Ч как чековостка, да, то есть что-то интересное. Чековостка, цікавинка, да, по-украински. Хорошо. Дальше. Это у нас буква Ж, звук Ж. Это будет, как вы думаете, как читается? Раз, два, три. Жиче, да, то есть тут у нас И, тут у нас Че. Жиче. Это у нас жизнь. Так же самое, как и было в предыдущем случае, Ж, а не З, потому что З у нас нету. Это будет у нас Жрудово. Я в конце покажу таблицу, сделайте себе скриншот, чтобы не забывать. Дальше идет у нас Ж, как в слове жемя. Да, жрудло это источник, да, джерело по-украински. Жемя это у нас земля. Опять же, З у нас не бывает, у нас есть только Ж. Идем дальше. Ш, как в слове школа, да, школа, понятно. Щ, как в слове швятво, да, то есть, опять же, это не си, это не какая-то щи мягкая, там, я не знаю, это именно щ. Швятво, как в слове щи, да. Такое вот есть русское блюдо, да. Дальше идет у нас щ, опять же, к слову щедем, да, то есть так же самое, щ ни в коем случае не си. Ну и, собственно, все. И таблица, о которой я говорил, у нас будет щ, но ни в коем случае не с, ч, ни в коем случае не ц, и ж, но ни в коем случае не з. Кроме этого, есть вот такой вот у нас двузнак, это RZ. И он у нас может обозначать либо Ж, либо Ш. Либо, еще один вариант, но об этом чуть позже. То есть Ж, он будет читаться во всех случаях, кроме тех, когда он находится после К, П, Т, Х. Да? Кто учил украинский, кафе птак. Ну, кроме Ф. Просто после К, П, Т, Х. То есть после глухих. И то есть это у нас будет, первый будет жим, да, то есть как жи, и пшепрашам, да, такое очень знаменитое популярное слово, пшепрашам. Кроме этого, есть у нас вариант, что можно прочитать его как два отдельных звука, да, то есть это будет R и Z. Это будет слово марзнуть. Есть еще пару исключений, но не все у нас иностранного происхождения, поэтому не будем на этом зацикливаться. Марзнуть – это мерзнуть. Кроме этого, существует также и диграф, как в украинском, да, это джем, как в слове бджола, да, в украинском бджола. Опять же, не дз, а дж, да, как здесь вот было, дж. Дзенькуе, да, спасибо, дзенькуе. И обратите внимание, что у нас в первом случае вот этот вот «н» произносится, во втором случае не произносится. Дальше идет дзвенк, это у нас звук, да, дзвенк, дзенькуе, спасибо, да, если ты не знал. Ну и самые страшные у нас звуки, это у нас ш, да, то есть это не щ, да, не как вот здесь вот было, а именно ш. То есть это твердый ш и твердый ш. Есть такой город на северо-западе Польши Щечин, да, Щецин. Это как раз, собственно, он. Да, то есть можно заметить, что тут у нас не Щечин, да, а именно Щечин, да, то есть тут твердо, тут мягко. Щечин. Или слово баршч. Слово баршч в Польше это напиток. Да, ну, либо не напиток. В общем, заходите в Инстаграм, там очень много интересного, и, собственно, про баршч там тоже есть. Кроме этого, существует также диграф щ. Да, он уже близок к нашему щ, но это все равно не он. Это у нас будет кожищ. Да, это у нас будет выгода, да, корость по-украински. Ну, собственно, все. Теперь я вам предлагаю прочитать вот эти вот слова и попробуйте самостоятельно, и я вам дам пару секунд и прочитаю их вместе с вами. Это будет тяжело,
Но я надеюсь, вы делали себе конспект, и у вас все получится. Можете поставить видео на паузу, просто почитать. Раз, два, три. Хорошо. Час, да, время. Ćwiczenie, упражнение, да. Ciekawostka, что-то интересное, да, цікавинка. Джем, ну, собственно, джем. Dziękuję, спасибо. Школа, школа. Światło, свет. Siedem, семь. Życie, жизнь. Жим, это, кстати, Рим. Да, вот еще хотел бы добавить, что в польском языке нету мягкой «ре». И поэтому везде, где вот в русском языке мягкая «ре», у нас в польском будет «ж». Да, то есть это Рим, Жим, река, Жека, там, ну, короче, вот так. Przepraszam, да, это у нас извините. Źródło, источник. Ziemia, земля. Dźwięk – это звук. Szczecin – Щецин. Корzyść – выгода, корысть, да. Dąb – дуб. Mąka – мука. Dęby – это дубы. Węzeł – это узел. Robię – это делаю, да, то есть у нас не robię, а именно robię. Дальше. Łódź – это город Лодзь, либо лодка, да, давай перевод. Ну, если большой, то это, конечно же, будет город Лодзь. В центре Польши такой, ну, достаточно крупный город. Лампа – это у нас будет лампа. Хлеб – хлеб. Гданьск – это город, да, как я говорил, Гданьск на севере. Не Гданьск, да, именно Гданьск. Нож – это нож. И вот опять же, да, еще один пример. Нож по-русски, ниж по-украински, нуж с такой вот черточкой у по-польски. Ну, вот такое вот правило. Не правило, но очень часто оно работает. Дальше. Ябко. Это у нас яблоко. Юля. Имя. Да, Юля. Елень. Это у нас олень. Jęczeć. Это у нас стонать. Йога. Ну, естественно, йога. Jąkać. Это у нас икать. Анна. Это женское имя. Анна, да. Богатство. Богатство. Цель. Цель. Дом. Дом. Эльблонг. Это город на севере Польши тоже там, ну, относительно недалеко от Гданьска. Дальше фото, да, ну, фотоснимок. Гнездо. Первая столица Польши, как я говорил, да. Хуланки. Это еще одно у нас слово, заимствованное из украинского. Но тут у нас не имеется значение вот гулять, да, а именно вот гулянка, как вот Вера Сердючка поет, да. А у нас гуляночка, да, то есть именно, то есть как бы там веселиться, тусить, да, такое современное слово. Это у нас гулянки. Дальше игла, ну, собственно, игла. Кот, кот, мама. Мама, понятно. Норвегия, Норвегия. Окно. Да, и что характерно, в польском языке практически всегда он с ударением идет на предпоследний слог. Да, то есть не окно, а окно. Дальше идем. Петрушка. Да, петрушка. Рум – это ром. Стация – это станция. Торунь – это тоже город такой в Польше. И Украина. Украина, все знают. Мыдво – это мыло. Вода, а не вода, да? То есть вода, ударение вот сюда. Так. И последнее слово – это у нас будет заяц, да, то есть заяц. Хорошо, всем спасибо за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, лайки, если понравилось. По поводу частных уроков просьба писать в Инстаграм. Ссылка будет в описании. Еще раз всем спасибо. Удачи в изучении польского. Cześć!